Окей. Вот уже на днях я сыграл в альфу и могу высказать вам свое мнение об игре. Жаль, что неподкупное, я бы был не против получить бабла от черепах. Начнем с простого, это геймплей, который ничем от лыфты не отличается. Обычные перебежки по картам. За исключением того, что есть свои фичи. Например, та самая система карт, которая выдалась неплохой на мой взгляд. В начале раунда вы выбираете свою колоду, которую вы собрали сами или по дефолту. Далее каждый уровень вам выдают по карте из вашей колоды. Главное, чтобы карты в будущем не тянули баланс в сторону зачинщиков. Стартуете в убежище, и там есть ящик, то есть мини-магазин. Там можно купить дефип, аптечку, патроны, в общем все, что нужно. Отдельно стоит отметить и хваленого режиссера. Перепроходя игру, мне не было скучно, но все-таки некоторые ивенты заскриптованы и не поддаются этой системе. Например, вылазки Огра или спавны местной ведьмы, сничь о нем позже. Рашить вам дадут не всегда, потому что зараженные могут вас легко избить. Поэтому, если вы остались одни на второй и особенно третьей карте, то это весла. Ибо на этих картах лучшая стратегия не торопиться. Но о стратегии прохождения говорить много не будем. Оптимизация. Вначале казалось, что у игры нет графона и она просто мыло. Я даже хотел выкрутить настройки, но при первом входе это нормально. Когда я уже снизил настройки на внимание самые низкие, то я в прямом смысле наслаждался графой на лоу настройках. Графон здесь очень красивый и возможно это достигается высококачественными текстурами, но спад FPS был только в некоторых местах. Персонажи и лор. Сейчас дам инсайт, который сложно не заметить. При выборе персонажа есть еще 4 лишних слота. И это никакие не намеки, новые выжившие и зараженные будут. Это даже на страничке в Стиме написано. Так или иначе зараженные оказались хоть и слабыми, но выжившие оказались слабее, и тут сразу предъявлю два минуса. Первый минус касается дизайна моделей. Я, конечно, понимаю, что убивать кого-то это дело кровавое. Но почему сюрвы выглядят как картошки фри в соусе во время боя? Иногда мне кажется, что на них еще дополнительно кровь льют. Надеюсь, модели персов переработают, и все это будет выглядеть нормально. И второй минус в том, что вы не можете контрить зараженных. Хокер. Да. Его зовут не Стингер. Разработчики нам соврали, также и с Толбоем. Его звать Брузер, что в переводе Громила. Фантазии много. Причем даже в том же трейлере на картах написаны их имена, но да ладно. Хокер просто плюет в вас, и вы ничего не можете сделать. Естественно, его можно убить. Но прикол в том, что он может напасть так, что вы его даже не увидите. А может просто плюнуть вам в лицо, по настроению по ходу. Громила атакует своей рукой так сильно, что за пару ударов вы будете в инкапе. Единственное, что можно сделать, это стрелять в него с дробовика и оглушать. Но если нет патронов, будете бить рукопашкой, я бы не советовал. Лучше пробежать пол карты и взять патроны, чем так нападать. С Речем все чуть легче, он после атаки убегает, и уклониться от его рвоты не так сложно. Но есть моменты, когда он и не прочь вас скушать. Буквально в последние катки я пытался убить Реча битой. И знаете что? Он заблевал меня. И меня избили ходячие. Причем я бил Реча много раз. О том, как отхватить от Огра, думаю, говорить не нужно. Он, конечно, не убьет с первого раза. Но инкапнуть может. Огра нужно либо пробегать, либо попробовать играть с ним в догонялки вокруг объекта. У меня так получилось его подамажить и спугнуть, но убить его в игре у вас навряд ли получится. Снич это вообще подвид обычных зараженных, причем довольно стрёмный. Это чел с вытянутой шеей, которая дает ему возможность орать. И он будет орать всегда. Если вас встретит, он будет орать. Если по нему выстрелить, он будет орать. Если ему выстрелить в голову, он будет орать. Аор, нетрудно догадаться, вызывает толпу ходячих. Дисбаланс сплошной. Но давайте про мап-дизайн. Если говорить честно, то карты между собой никак не связаны смыслом. Вот вы были в отеле и сейчас уже на лайнере. Но карты, будем честны, сделаны довольно красиво. Почти все можно разбирать на скрины. Также везде, если осматриваться, лежит лут время от времени. На первой карте еще есть вороны, пройдя буквально рядом с ними, вы можете их разбудить, и будет орда. Это добавляет сложности. На карте есть много ивентов, и создается впечатление о мрачном заброшенном мире, что означает, разработчики справились со своей задачей. И я думаю, время сказать про программные особенности игры. Начну с того, что ударить зараженного, не получив урона от него, довольно сложно, и это надо исправлять. Главная проблема игры также находится в Стиме. Она просто не вырубается в Стиме. И закрыть игру через библиотеку нельзя, соответственно, запустить ее снова не выйдет. Надо будет перезапускать процесс Стима. И тут я, конечно, простите, докопаюсь, но у персонажей топорные анимации.
Я надеюсь, это будет первое, что поправят разработчики. Режимы игры. Их немного. Если обобщать, то вообще один. У разрабов, судя по последним видео, уже готов Versus, но велика вероятность, что увидим мы его только на релизе. Пока что у нас есть только одна кампания, но тут разработчики постарались, эту кампанию пройти даже на легком режиме сложности будет трудно. Добавим сюда режиссера, и получается довольно неплохо для ранней альфы. Общее ощущение от теста. В принципе, у этой игры есть право называться новой Left 4 Dead. Играя в эту игру, я понял, как быстро идет время. Вот уже и сменилось поколение игр. На смену старым классикам пришли новые игры. И жаль, конечно, что уже 21 числа у нас заберут альфу, и мы будем покупать игру в лучшем случае без искушений за 2000 рубликов. Даже не знаю, как закончить этот ролик. Думаю, лучшей идеей будет оборвать его на каком-то моменте.